Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно дневника разработчиков. Так сказать, поделились с нами то, что они хотят вести. И поверьте, там есть очень интересные, занятные вещи, и, ну, это на самом деле, некоторые моменты прям порадовали. Ну что ж, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, контент. Поехали. Естественно, ссылочка на все это дело в англоязычном варианте на форум фронтиров будет. А теперь позвольте я прочитаю приветствие, как здороваются с нами разработчики. Приветствую, командиры! Наступило самое жуткое время года, а вместе с ним и конец очередного месяца по земному календарю. А значит, пора огласить новые подробности о ходе разработки, что мы с радостью и делаем. На этой неделе вышло обновление 8 для Одиссеи. В результате в нашей галактике появился целый ряд новых особенностей, начиная с возможности выражать эмоции и формировать экипаж из 4 игроков, и заканчивая интерьером гигантских кораблей. Мы с восторгом наблюдали, как командиры собираются вместе, стараясь опробовать все, что только есть в Одиссее. И, ребята, там на самом деле не только это ввели, еще много чего касательно и нового вооружения таргов, модифицированное, только почему-то об этом тут ни слова. В общем, предыдущие видео, если не смотрели, посмотрите. Далее. Так как обновление 8 вышло совсем недавно, в данной публикации мы не будем разбирать проблемы с нашего портала по отслеживанию ошибок, как это интересно. Вместо этого мы поделимся с вами более подробной информацией о ходе работ над обновлением 9 во время наших трансляций, новости гиперкруиза. Ну а теперь мы бы хотели отдельно остановиться на нашей работе по оптимизации внимания и улучшению производительности игры, как той, что выполнялось в рамках обновления 8, так и той, что ведется для будущих обновлений. Касательно того, что они делают с производительностью, друзья, и с, так сказать, FPS-ами нашими, родными. На самом деле все хорошо. Это дело они действительно поправляют, потому что с каждым обновлением становится лучше. В плане оптимизона. И первое, на чем заостряют наше внимание, это улучшение производительности. Инженеры всех областей от специалистов по визуализации и искусственному интеллекту до знатоков низкоуровневых систем игры усердно трудились над оптимизацией в рамках обновления 8. Наряду с исправлением навигационной сетки и высокоуровневой оптимизацией отрисовки была проведена большая работа над освещением и тенями Одиссеи. Действительно, да. Тени вы сами видели, когда вот предыдущий фрагмент снимался. Тени вроде починили, а вроде и нет. У меня остается, если что, высокие настройки. Внесены правки в отображение стекла, кожи и мелких частиц. Хорошо. В ряде мест это позволило добиться значительного улучшения производительности при передвижении пешком. Мы провели испытания на различных конфигурациях аппаратного обеспечения, и несмотря на их разнородность, в таких местах планет, как зал ожидания в порту или открытое пространство на поверхности, все показатели значительно улучшились. Согласен полностью. Как бы то ни было, это не означает, что наша работа закончена. Это прекрасно, то, что они работают и продолжают работать над этим. Может быть, со временем увидим уже, ну, чтобы у людей на 3080, 3070 не было дропов и фризов в 5 кадров в наземных зонах конфликтах и в наземных поселениях. Я ничего не придумываю. Есть люди, которые имеют такое оборудование у меня, и в Дискорде отписывались мне по этому вопросу. При этом даже прикрепляли скрины. Да, они даже летали со мной на стримах, и там было прям больно. Следующее. Что нам рассказывают? Состав будущих обновлений. Пожалуйста, обратите внимание, представленное находится на разных этапах разработки. Это не исчерпывающий перечень всех рассматриваемых или разрабатываемых изменений. Изменения не окончательные, и в них могут быть внесены правки. Мы продолжим держать вас в курсе новостей по ним и предоставим новую информацию по мере продвижения работ. С учетом сказанного, представляем вашему вниманию лишь некоторые рассматриваемые нами изменения и дополнительные возможности, наряду с другими задачами по разработке, необходимых в будущих обновлениях. В чем еще прикол? Да, они так пишут каждый раз, но мимо меня прошли спасательные капсулы, и когда появилось 8-е обновление, я это увидел на мегашибах, я вообще ничего не понял. За месяц они выпустили такой же дневник разработчиков, не сказав там об этом ни слова. И примерно за час до выхода этого дела это появилось на форумах, или чуть раньше. В общем, как-то так. Так что сюрпризы будут, и это хорошо. И первое. Обновление 9. Наша команда с невероятной интенсивностью работала не только над правками и оптимизацией, но и над новыми захватывающими и содержательными изменениями в Одиссее.
Ниже приводим предварительный обзор некоторых функций, которые планируется включить в обновление 9. Именно сейчас то, что будет следующим обновлением, 9. Когда оно будет, пока непонятно. Скорее всего, в течение месяца, через месяц, либо в середине следующего месяца. В общем, первое. Двухместный боевой ТРП. Отлично. Работа над новым ТРП значительно продвинулась, и мы почти готовы его показать. Подробности огласим отдельно, следите за новостями. Ну а в качестве аперитива переводим небольшое изображение, надеемся, вам понравится. Ребят, как бы там изображение, я, конечно, сейчас я покажу, что там, но там что-то как-то, видна только пушка, как я это понял. И судя по размерам пушки, кажется, эта штука будет большая. Не знаю. Не знаю, правда не знаю. Либо это просто не показали наземную турель или угорают над нами. Но если ТРП будет больше обычного, и все-таки мои догадки, мои мысли в том плане, что боевое ТРП будет занимать ангар для истребителей по размерам, ибо оно будет больше, чем обычный ТРП, просто не влезет, это будет, конечно, прикольно. Но, опять-таки, это лишь мои мысли. Далее. Дальнейшее улучшение и расширение для миссий. Вот это очень хорошо, что они это вводят. Это великолепно. По аналогии с недавно добавленным в обновлении 8 возможности взаимодействия с персонажами во время выполнения миссий, будут также добавлены новые события и соответствующие им задачи, предполагающие оказание помощи или встречу с персонажами вне поселений. Некоторые из персонажей могут попросить игрока починить корабль, а могут и просто ждать особую посылку для тайной передачи. Иногда вы даже сможете оказаться в нужном месте и в нужное время, чтобы спасти кого-нибудь от случайного нападения рейдеров. Больше случайностей, больше всего, что связано с, не знаю, встречей с информатором, когда за вами бегают убийцы, когда кто-то в поселении за вами охотится, когда за вами высылаются корабли, которые вас пытаются выдернуть из гиперкруиза, когда вы летите на миссию в поселение, это хорошо. Разнообразие. Двигаемся дальше. Наниматели в поселениях. Как и в случае с залом ожидания станции, среди обитателей поселения также могут быть те, у кого есть какая-нибудь просьба к игроку. Предлагаемые в поселениях контракты несут более личный характер и даются непосредственно жителям, которым нужно будет вернуться после выполнения заданий. Что они там будут предлагать, может, более сложные миссии, не знаю. Если что-то более сложное и более, так сказать, интересное, то это хорошо. И следующий пункт, который мне очень сильно понравился. Многоцелевой контроллер дронов. Да, ребята, вы не расслышались. Именно многоцелевой. В общем, новый модуль нам добавляют, который дополняет уже существующие виды и позволяет игрокам использовать несколько типов дронов при помощи лишь одной ячейки оборудования. Это великолепно, я считаю. Данным модулем не получится полностью заменить узкоспециализированные контроллеры, так как его возможности в игре будут ограничены лишь основными функциями разных типов дронов, но его можно использовать для экономии ячеек оборудования. Это великолепно. Для исследователя тоже довольно неплохо, потому что дрон-ремонтник, дрон-сборщик, как я понял, будет одним. И в чем прикол, как вообще работает эта штука? У нас дроны, которые мы покупаем, они одинаковые абсолютно везде. Просто тупые болванки, которые программируются с помощью как раз-таки контроллера дрона. Допустим, если там будет ограничение на скорость полета, на дальность, это не страшно, потому что мы сможем делать сразу несколько функций. Это неплохо. Ну а собственно, что вам особо-то нужно? Много-то реально не надо. Я максимум пользуюсь дронами-сборщиками, когда фармлю материалы. И, наверное... Да, наверное, собственно, и все. Но для ребят, которые летают в далекие-далекие дали и ставят себе сразу 2, поздравляю, ребят, у вас свободный слот будет. А теперь начинаем пускать целюнки, потому что сейчас будем говорить о том, что будет в будущих обновлениях с подачи фронтиров. Интерьеры кораблей носителей. Сейчас вы можете видеть данную картинку, и как вы можете обратить внимание, мы находимся как раз-таки над всей площадкой и видим все. Да. Командный некий мостик. Будет ли у нас это так выглядеть или нет, пока непонятно. В общем, мы уже сообщали, что добавим интерьер корабленосителей, как сделали это для гигантских кораблей в обновлении 8. Как вы наверняка догадываетесь, эту задачу решить сложнее ввиду целого ряда причин. Среди них, например, необходимость перемещения нескольких командиров, а также их кораблей в рамках одного и того же общественного пространства. Рада сообщить, что мы уже значительно продвинулись в реализации и можем сообщить некоторые детали. Первое. Интерьер корабленосителя будет соответствовать набору служб, которые вы решили добавить на корабль. Это хорошо. То есть все, что вы добавили в него, будет у вас
Понятно. Только что-то пока про такси информации ноль. Например, установка космоверфи позволит игрокам приобретать корабли, будучи пешком. Для владельцев кораблоносителей станут доступны дополнительные службы. Подробно расскажем, ближе к выходу нам расскажут, короче. Третий пункт. Внутри корабленосителей будут установлены спасательные капсулы, что позволит любому игроку, застрявшему на носителе другого командира, покинуть его. Это, скорее всего, связано... Ну, не то, что они просто их вели, а то, что еще людей увозили и заставляли копать. Да, такое было полгода назад буквально. И четвертое. Командиры смогут остаться внутри носителя во время гиперпрыжка и насладиться видом. Вот очень хочется посмотреть, как это будет выглядеть, если честно, потому что, все давно мечтали. Далее. В ближайшее время огласим подробности. Будем рады, если вы присоединитесь в качестве особого гостя к нашей прогулке по кораблю-носителю в декабре. В декабре. Что это означает? То, что у нас 9-е обновление будет 100% до декабря, потому что, это в будущих обновлениях, не в 9-м. И это еще не все, двигаемся дальше. Сюжет игры. Мы очень рады, что вы участвуете и интересуетесь текущими событиями истории игры в рамках саги компании Азимут. Чтобы не испортить впечатление, просто скажем, на 22 год у нас запланировано намного больше. Но вот касательно взаимодействия игрока и сюжета игры, много на самом деле вопросов. Не знаю, как по мне, лучше добавить что-то связанное с либо отдельной ячейкой а-ля как кодекс, и там просто список сюжета, лора и так далее, и выбираешь, летишь, проходишь, смотришь и так далее. У тебя стоит отметка, то, что ты все это знаешь, и есть копии журналов. Просто иначе, тяжело ориентироваться, особенно новому игроку. Далее. И еще много всего впереди, пишут они. Мы надеемся, что вам понравится мультикрю на 4 игроков и интерьеры гигантских кораблей обновления 8. И вы уже с нетерпением ждете обновления 9 и возможности прокатиться вдвоем в одном ТРП. Как всегда, вся предоставленная сегодня информация – лишь краткая сводка того, над чем мы работаем. Но будет и другая информация о исправлении ошибок, оптимизации, а также о новом функционале января 2022 года. То есть затравочка на январь уже у нас имеется. Как всегда, благодарим вас за постоянную поддержку и обратную связь. Команда Elite Dangerous. Конечно, хотелось бы больше узнать, но это пока что все, что есть. Но дальше больше, как они пишут. Ну а люди все, которые ждут новые корабли, потому что таких много, большинство игроков этой игры хочет больше новых кораблей. Никакой информации нет совсем. Да и они и будут держать это до последнего. А потом типа сделают нам сюрприз. Но обычно это так работает. Пишите, друзья, в комментариях, что хотели бы увидеть вообще в этой игре, помимо того, что хотят внести разработчики. Как-никак, интересно будет почитать не только мне, но и другим людям. Что хотят именно другие командиры. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Elite Dangerous, друзья, и там больше 500 видео, уже то ли 507, то ли 508, не помню, какое это по счету. Говорю о том, сколько я отснял, чтобы вы понимали, сколько контента в этой игре, и сколько всего тут можно в ней делать. Просто есть люди, которые пишут то, что в этой игре ничем заняться, она пустая и так далее. Ребята, это космос, он пустой. Так, а в плане чем заняться, тут дел много. Плюс, многие видосы я структурировал. Что это означает? В описании вас ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, стражи, торгоиды, вооружение, ручное вооружение, как собирать различные фиты, куча различных гайдов, ребята. Много чего полезного, поверьте. Плюс, будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр, собираться там, кооперироваться с народом, чтобы играть хоть в КС-ку, хоть в дотку, не осуждаю. Сам играю в различные игры как по жанру, так и по сеттингу. Плюс, моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, свои станции, космопорты и так далее. Мы расширяемся. Если хотите в этом поучаствовать, то вам в Discord. И там правила вступления и так далее. Шнуры мы не дергаем как минимум. И еще, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Про Star Citizen я знаю. Спасибо.
А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.